Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Огромная благодарность за ваши комментарии, поучительные, веселые, грустные. Спасибо за то, что делитесь своим жизненным опытом, своим сокровенным. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Какой он меня видит? Я его глазами. Для начала, девочки, я сделаю сигнификацию. Пожалуй, мужчины, которого будет касаться этот расклад, да, собственно, вы хотели бы, допустим, посмотреть мужчину и узнать, какой же он вас видит, да. Поэтому загадывайте его, загадывайте, вспоминайте его имя, улыбку, тембр голоса, какой он. Сейчас я сделаю его сигнификацию. Если срезонирует, вы его узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца один вариант. Какой он, этот мужчина? Подарочек настоящий. Угу. Понятно. И тут же карта дьявол. Подарок от дьявола. Интересно. Ох, сразу смотришь, встречаешь его и думаешь: боже мой, я тебя ждала всю свою жизнь. Это ты, моя вторая половинка. И тут начинаешь с ним ближе коммуницировать, да? Да какое тут коммуницировать? Тут страсть накрывает сразу. Тут, мне кажется, сразу залипаешь по дьяволу, это зависимости. Все уже, потом уже трудно мысли все свести в кучу. Тут как будто бы, может быть, страсть такая накрыть, что полностью отсутствуют мысли, тут тяга. А потом уже понимаешь, никакой он не подарочек. Ну нафиг такие подарочки, да? Ну вот, карты говорят, да, вот такой подарочек. Волк в овечьей шкуре, оборотень. О, интересно. Ух ты, как красиво. Семья, звезда. Так, а то все на мужчину наговариваем. Информацию всю буду озвучать. Так, смотрите. Тут человек, у которого вполне возможно сейчас есть семья, вторая половина, детки. В сочетании рядом, конечно, оборотень говорит мне о том, что для него тут как-то так, знаете, будто бы он транслирует, показывает, да, вот одно, тут как сразу же, как я подарочек, я, ну, не то, что там идеальный, вот я именно то, что тебе нужно. Может быть, умеет как-то так вот подбирать ключики. Не обязательно тут к женскому сердцу, тут в принципе может настраиваться, подстраивается, считывает ваши запросы, ваши или там кого-либо, и может проявлять свои там какие-то качества, совершать какие-то поступки, которые будут откликаться именно вот в сердечке того, кто с ним общается. То есть подстройка. Ну, хамелеон не хамелеон, но вот может человек подстраиваться под ожидание, да, даже. То же самое тут как будто бы важно вот это вот какая-то, ну, не оболочка, а вот фасад какой-то держать. Вот тут важно. Вот тут карта семья. Это о том, что, скорее всего, в обществе он себя там может позиционировать сразу как семьянин, там, добропорядочный какой-то. Тут как-то так вот у него погранично. Интересно. Так, по звезде мужчина привлекательный, интеллект, с интеллектом все в порядке, таланты, наличие, да, талантов, способностей. Человек стремится в жизни воплотить, может быть, свою какую-то мечту, идет за своей мечтой, у кого-то прям миссия. Я не знаю тут даже, как это читать, честно говоря. Сейчас буду докладывать, потому что тут такие интересные карты. Я, конечно, могу их протрактовать. Знаете, кстати, он может быть звездой местной, да, то есть его многие могут знать, к нему могут обращаться по разным вопросам. Вот как-то мне вот так вот оно считывается, если у него род деятельности, да, связан неразрывно с его каким-то
авторитетом, да, то есть ему желательно не портить этот авторитет, картинку, то есть он не может себе позволить показывать свои какие-то по дьяволу там зависимости. Тут просто две карты, и дьявол, и оборотень. Он где-то вынужден очень сильно как-то камуфлировать свои там желания, какие-то там, может быть, не очень красивые, ну, тут зависимости, какие-то пороки, вот так вот как-то. При этом у кого-то это прям может касаться, девочки, вот семья, тут звезда, и тут карта вот верность в одном союзе до конца дней. Тут у человека может быть его брак, он ему каким-то образом выгоден. Или же ему выгодно транслировать, допустим, то, что у него там есть союз, и в союзе там какие-то отношения, они очень стабильные, или как, не знаю, не то, что там два лица, но оборотень, но почему-то мне оно как-то так странно это все. Причем до поры до времени, мне кажется, вы даже очень многих вещей не поймете про этого мужчину. Так, о чем это? Вот эта карта. То есть может он на публику, в принципе, говорить какие-то очень важные, ценные, очень правильные вещи. Там, ну не знаю, не буду говорить, что он там взывать какой-то верности, но как будто бы и поощрение может его в этих словах проскальзывать, того, что там, если какие-то союзы, они длительные, если верность в это, преданность, вот тут как будто бы он вот этим всем может как-то так как-то поднимать даже собственную самооценку в чьих-то вот глазах. Как-то так вот он умеет вот это все донести. Но тут дьявол и оборотень говорит о том, что ну, это как будто бы все хорошо, но это всего лишь информация, которую он специально вливает кому-то в ушки. Может быть, для того, чтобы в семье, ему же в семье спокойнее было находиться, удобнее. Где-то для того, чтобы, может быть, бдительность кого-то, скажем так, успокоить кого-то, усмирить. Так. А у кого-то из мужчин вообще проиграется история. Тут я спрашиваю карта по поводу верности в союзе, вот этого всего. Тут карта род, семья, да, это история тут о нем. Но тут показано огромное значение имеет женщина, которая рядом с ним находится. То ли, ну, постоянная супруга, там, вторая половинка, карта воительница. Тут женщина такая, скорее всего, не буду говорить, что он ее побаивается, но, скажем так, где-то он к ней прислушивается, к этой женщине. Воительница — это женщина, которая с мечом. В любой момент ему может что-то этим мечом ему прилетит. Рамочки, границы у нее выстроены. Может быть, уже женщина, которая не раз делала там какое-то предупреждение ему. То есть для него важно то, что, допустим, она его ни в чем не подозревала. Для него очень важно ее там отношение. Это не то, что там мужчина просто там, ну, как вам сказать, не заботится даже о том, что про него подумают и кто как в отношении него будет там высказывать какие-то свои там умозаключения. Нет, для него очень важно вот это вот мнение, которое он создает о себе в социуме. И для этой вот какой-то женщины тоже. То есть где-то даже между строк он ее побаивается. Вот я спрашиваю, чего ты побаиваешься вообще? Ну, карта леса, хитрость. Может быть, что хитрости какие-то его все-таки вылезут наружу. Тут даже больше он как-то так хитрит, он так как-то старается обтекаемо, может, то ли как-то проявляться, для того, чтобы никаких вот косяков не было, для того, чтобы не было зацепок. И следующая карта — замок. Я спросила, вот, про себя спрашиваю, а она что? От нее очень многое скрыто. Вот как будто ему удобно где-то держать ее в неведении, где-то на расстоянии. Меньше знаешь, крепче спишь. Вот так вот как-то. Закрыто от нее очень много, скрытого.
Так, а что ты скрываешь? Давайте дальше тогда. Что же ты конкретно от нее скрываешь? В том, что я и ангел, и демон. В том, что я, ну, как вы, карта оборотень. Видите, тут прекрасное лицо, под низом волк. В том, что он может быть разным. В том, что он может удивлять. Конкретно. А конкретно, я спрашиваю, конкретно. Карта леса. Все свои хитрости какие-то. Ну, обман. Девочки. Так, я правильно понимаю, что по дьяволу это какие-то, это нечестность, это какая-то, ну не знаю, двойственная ситуация, это пороки, это искушения, соблазны. Я правильно понимаю, что это у него проявлено? Да, и уже длительное время карта. Чего конкретно? А чего конкретно? Ангел и демон. Могу быть разным, но при этом показываю обличие ангела. А под ним скрывается демон, девочки. Ну, одно и то же карты показывают. То есть такой сюрприз, вот презент, да, вот смотришь на эту коробочку, там вот такая красота, обещание там, не знаю, не райской жизни, но каких-то наслаждений. Смотришь на него и думаешь, боже мой, еще и перевязанный бантиком. Это же правда, мечта всей моей жизни, мужчина. А потом начинаешь ближе с ним коммуницировать, и повторюсь, и дальше по дьяволу, и думаешь, боже мой, я тебя не знала, как я была спокойна и счастлива. Ну, у кого-то так. Ну вот, такой мне товарищ вышел. Не знаю, ваш, не ваш. Ну, яркий однозначно, умный, способный, талантливый, способный камуфлироваться. Ну, страстный, я думаю, да, девочки, страстный. Так, теперь смотрим. Вы его глазами, да? Какой он вас видит? Какой он тебя видит? Какой он тебя видит? Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Какой он тебя видит? Возьму эротический. Какой он тебя видит? Какой он тебя видит? Начинаем. Итак, какой же он вас видит? Ух ты, женщина, которая может любить. Да. Блин, трындец какой-то. Ну что ж такое? Сейчас. Ух ты мой, какие карты. Женщина, которая создана для любви, для чувственных наслаждений. Тут карта Эрос. Женщина, которая настолько манкая, привлекательная. Вот, так хотела сказать, чуть ли не пошло. Чем-то вы его цепляете, да? Тут карта Луна, просто Эрос. Это же магия. Это же магическое какое-то прям воздействие. Но это у вас эта манкость есть, подчеркиваю. И карта Рыбы. Можете подарить гамму. Не просто эмоция, а сексуального наслаждения. Ну, видать, тут какая-то зависимость. Может, у него даже в чем-то привлекательный, вы настолько неизведанная, где-то непонятная. Повторюсь, тут сексуальное влечение к вам. И вы привлекательны для него. Во всех смыслах, тут точно. И так странно, но при том, что вот это все вы можете ему дать, да. Почему тогда что-то не получается, да? Почему? Потому что. Так, смотрите, тут такое сочетание сразу чуть-чуть оно меня насторожило.
Какой он вас видит? Он увидит вас женщиной, повторюсь, женщина для любви, сердце свое открыла, женщина, которая создана любить и получать, наверное, эту любовь, но женщина как будто бы стала, может быть, помимо своей воли, заложником ситуации какой-то, где вот эти вот силки, сети были расставлены, паутина, видите, такая. И тут треугольник, любовный треугольник, наличие третьего фактора в отношениях. То есть женщина, которая шла с надеждами, какими-то, с эмоциями, получить эти эмоции, может быть, какие-то форматы совсем другие хотела реализовать, да. Но тут вот этот любовный треугольник, он принес много печали, боли. Хрустальная туфелька, где-то женщине пришлось. Даже тут карта ответственность, видите, как груз ответственности. Такое сочетание интересное. Где-то пришлось как будто бы, может быть, приспосабливаться к этой ситуации даже. И хрустальная туфелька — это о том, что женщина где-то старалась заслужить любовь, где-то, может быть, какое-то время надеялась, что по заслугам ее действительно оценят, что выберут ее, сделают в ее сторону вот этот выбор, да, наконец-то. Хрустальная туфелька — это карта, смотрите, какая девочка ножку эту протягивает, у девочки нога 39 размера, тут условный принц, да, эту хрустальную туфельку, в общем, девочка ножку протягивает 39 размера, а у принца в руках туфелька 36 размера, допустим, или 37. И девочка для того, чтобы принц этот уже остановил на ней выбор, для того, чтобы больше никому не предлагал эту туфельку, где-то эти кастинги не устраивала, она вот втискивается в эту туфельку, ломает себя в прямом смысле, да, становится удобной, где-то соглашается на какие-то форматы, которые ей изначально, может, были неприемлемы. По факту, поломав себя, отказавшись от каких-то элементарных даже своих потребностей, желаний, она приобретает вот этот какой-то китайский пластик, или даже в хрустале ходить невозможно. То есть женщина где-то прожертвила, если можно так сказать, где-то стало удобно девочке. Вот тут как-то так. Попыталась где-то согласиться на то, что изначально не хотела соглашаться. Или же пошла в какие-то отношения, или где-то вовремя не сказала стоп. Вот как-то так вот, как будто бы шла за одним, получилось совершенно другое все. При этом какие-то карты такие: ответственность, сокрытие, механизм. Подпишись на канал и поставь лайк. У кого-то, девочки, вообще проиграется. Еще тоже я должна это озвучить. Такая картина. Вы можете нести груз этой какой-то ответственности на себе. Вы можете быть не свободны. Ну, наличие третьего фактора, то есть третьих лиц в ваших отношениях, может и с вашей стороны быть, да, то же самое. То есть в этой любовной истории присутствуют еще третьи лица. Опять-таки, если мы смотрим на вас, какой он вас видит, женщина, которая в прямом смысле может сейчас нести ответственность за свой какой-то то ли выбор, то ли не выбор в полной мере. При этом можете скрывать, как-то сокрыто, и карта механизм о том, что если вы там находитесь в отношениях не с ним, да, у вас там уже какие-то выстроенные, то тоже максимально могли или вы скрывать эти отношения, или же по карте механизм тоже вот так все подряд, если прочесть, в вашей жизни на самом деле могло все уже быть выстроено, это уже сформированная у кого-то семья, союз, у кого-то какие-то отношения длительные, не с ним, а с кем-то еще у вас могли быть. И вы несете ответственность тоже за там кто-то семью, кто-то присутствие деток в семье. Тут как будто бы какая-то история такая уже, знаете, у каждого мог, вы своей жизнью жили, у вас там все было налажено, как механизм, как часики, да. У него то же самое могли быть какие-то такие взаимоотношения, где уже, ну, он туда вкладывался, он там, правда, нес ответственность за кого-то, за что-то. Как будто бы вот встретились две личности, мужчина, женщина, вы женщина, да, и
и попробовали, может быть, как-то что-то выстроить. При этом это параллельные какие-то то ли семьи, то ли связи, то ли третьи лица с вашей стороны, с его, они существуют и никуда не делись. Как-то так. То ли, знаете, как не в то время, не в том месте встретились вы, то ли, ну, реально, а куда девать этих людей, которые там, у кого-то муж, у кого-то парень, у кого-то, если у него там жена есть, или... Ну, в общем, вы поняли эту историю. При этом сексуальное влечение никто не отменял. Очень привлекательно, еще раз говорю. По Луне вообще манкая, загадочная. Подозреваю, он от вас многое скрывал. У него такой подход, да. Но и вы для него тоже непрочитанная книга. При этом так интересно, карта рыба. Это женщина, которая выполняет желания. Не в том плане, что вы выполняете все желания. Можете закрыть его потребности тут в интимной сфере. Вот тут вы очень для него привлекательны. Так, какой он вас еще видит? Женщина, на самом деле, которая, если у вас с ним не получились взаимоотношения, то, допустим, вы могли там какое-то время вспоминать о нем. Ему кажется, что вы вспоминаете какую-то историю, которая с ним была связана. Тут вот эротическая карта, и колесница — это не в классическом плане колесница, когда летит вперед и все реализуется. Нет, тут именно как прокручивает женщина кинопленку назад. Может быть, он видит сейчас женщину и вас, которая где-то вспоминает какие-то приятные моменты. Ему кажется, что вы на него залипаете тоже. И в плане интимном, да, как будто бы вспоминаете, медитируете, да, назовем это так. Тут он о вас мечтает, я могу сказать, 100%. Но ему кажется, что вы тоже о нем вспоминаете. Так, и в принципе тут дальше показано, вот эти две карты говорят о том, что он вас видит женщина, которая все равно не успокоится. В каком плане? Даже если с ним негативный опыт был получен какой-то, а вы все равно откроете рано или поздно свое сердечко, а может быть уже, он говорит, она как по тройке воды, тут такая, видите, женщина роскошная ныряет в этот океан, и он прозрачный. Это карта, говорящая о том, что вы будете искать, если вам это нужно, то вы в будущем будете искать какие-то эмоционально-чувственные наслаждения. Любовь, скорее всего. Вода — это любовь. Вот вы будете в эти любовные истории прыгать как бы с головой, но не в омут, не в болото, а в какие-то взаимоотношения, где вы уже будете лишний раз перепроверять, уточнять, больше узнавать о партнере. Для чего? Для того, чтобы больше не было никаких мутных, непонятных ситуаций, где вот эти третьи факторы присутствуют, где вот эти расставленные сети, где приходится соглашаться на какие-то форматы, которые вас не устраивают. Эта карта, она так и читается. Союзы с кем-либо, но да, я открываю свое сердце, но при этом я буду пытаться выстраивать их, ну, скажем так, прозрачно. Вот и тут большой акцент на вот этой прозрачной воде. То есть никаких многоходовочек, никаких тайн. Но я этого же буду желать увидеть от партнера. Ну и, в принципе, женщина, тут карта причастия, для которой очень важно где-то найти свою вторую половину. Тут слияние для вас очень важно. Где-то вот эта любовь, первая карта, да, открытое сердце. То есть вы сама любовь, вы есть сама любовь. Тут как будто бы женщина, для которой вот любить равно дышать. И тут в конце тоже эти карты, он вас тоже так характеризует, и он говорит о том, что все равно эта женщина найдет свою вторую половину, она ее найдет, но тут уже будет выбор, может быть, знаете, такой с вашей стороны. Повторюсь, не будет наличия третьих лиц, не будет каких-то еще тайн. Тут такое, как будто бы женщина настроена на то, чтобы быть счастливой, и она будет счастливой. Так, а ну тут мне интересно все-таки. Причастие — эта карта, она метафорическая. Тут слияние, видите, женщина и мужчина. Какой-то танец, полет. Ну, я тут не вижу негатива. Тут, по идее, как
как будто бы женщина, которая прикладывает усилия для того, чтобы быть счастливой. Ищет. Так, что это? Род, земля. Ну, вот опять, желание любить у вас никуда не пропало. И для вас это естественно, повторюсь, еще как дышать. Но уже вы будете избегать там каких-то ситуаций пограничных. Повторюсь, эти же треугольники, какие-то тайны. Для чего? Для того, чтобы вы понимаете, в будущем не прилетали вам бумеранги за ваши какие-то поступки, не слишком там продуманные. В общем, вы поняли. Карта Род, опять-таки, смысл этого вы хотите построить не просто там, ну, не знаю, какие-то отношения, это даже не отношения, встречи там какие-то устроить там на 1 ночь, на 2 ночи. Для вас очень важно род, семья, родственная душа, чтобы это было. И тут еще карта Земля, стабильность. То есть тут женщина, он вас видит женщиной, которая сейчас мудрая, чувственная, выводы сделала по жизни. Ну, сердце ваше открыто, кстати. Нет такого, что там вы какой-то там печали проклинаете всех мужчин, да, во вселенной. Нет, тут как будто бы он видит вас вообще такой какой-то открытой сейчас. Но уже с опытом, да. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!